Всем привет, с вами Влад, и сегодня я хотел бы научить вас разгонять видеокарту. Делать мы это будем очень просто, нам понадобится всего две программы. Первая программа это FurMark, чтобы тестировать нашу видеокарту на наличие артефактов и нестабильной работы. Также нам понадобится MSI Afterburner, и все это можно скачать по ссылке в описании. Устанавливаются данные программы очень просто, так что у вас не возникнут каких-либо проблем. Во-первых, мы зайдем в FurMark и сразу ее настроим. Сделаем Full Screen, выставляем ваше разрешение, вот такое у меня разрешение. Далее выставляем сглаживание. Сглаживание выставляем на максимум, чтобы полностью загрузить нашу видеокарту. После чего запускаем тест. Снизу у нас показываются датчики температуры, насколько видеокарта загружена сейчас, какая была минимальная температура и максимальная температура видеокарты. Сверху слева вы видите датчик FPS. Сейчас видеокарточка выдает 36 FPS. Также можно увидеть название своей видеокарты. У меня GeForce RTX 2060 Super. И еще некоторые подробности, которые вам тоже пригодятся. В принципе, мы убедились, что наша карточка не греется, 65 градусов и выдает 36 FPS в полном разрешении. Что делать дальше? Закрываем через Escape наш тест, после чего открываем MSI Afterburner, и у нас запускается программа. Я уже разгонял свою видеокарту, и вот мои максимальные настройки. Каждой карточке нужно подбирать настройки индивидуально, поэтому что мы делаем? Во-первых, я выставлю все на 0, изначально у вас будет выглядеть именно так. После этого повышаем частоту и смотрим на результаты в тесте. Не переживайте, если что-то с картинкой пойдет не так. Возможно, компьютер зависнет или начнет перезагружаться, ничего страшного в этом нету. После перезагрузки он сбросит все настройки, а вам нужно будет откатиться на шаг назад. Мы добавляем по 10 каждый раз, когда будем тестировать. Добавляем 10, нажимаем ОК и заходим в FurMark. Нажимаем GPU стресс-тест. Ждем буквально 2-3 минуты, и если никаких артефактов не появилось, то все окей. Продолжаем дальше. Повышаем так до тех пор, пока у нас не появятся какие-либо артефакты. Я повышу до 170, и программа сейчас у меня зависнет. Как видите, FPS увеличилось на 2. В тесте это кажется мало, 2 FPS ничего не значит, а в игре это будет несколько. FPS может быть 10, может быть 6, а может быть и все 20. Зависит индивидуально от каждой игры, так что я считаю, что нужно разгонять свою видеокарту, ведь в этом нет ничего такого опасного или сложного. На самом деле все очень просто. На 170 она не вылетает, но при долгой работе оно вылетит, я проверял. Давайте добавим сразу же побольше, 180, проверяем. Ничего страшного, FurMark вылетает, слава богу, у нас не перезагрузился компьютер. Мы также сбрасываем до 170 и тестим так до момента, пока у нас не вылетит FurMark. При 10 минутах теста я заметил, что даже на 150 у меня вылетает, так что я поставлю 140. При 140 все работает стабильно. Здесь принцип немножечко другой. Мы повышаем память нашей видеокарты. Как мы это делаем? Повышаем сразу на 100 и смотрим тесты. Заходим еще раз в FurMark, и у нас сохранились настройки, нам нужно нажать GPU стресс-тест. Также смотрим на наличие артефактов. Если все окей, и у вас FurMark работает буквально 5-10 секунд, то значит тест прошел. Закрываем FurMark, и опять же мы идем в Afterburning. Здесь также мы добавляем по 100, то есть после 100 идет 200, 300 и так далее, пока у вас не вылетит или не появятся какие-либо артефакты. Если у вас вылетело, откатываем назад. Я нашел у себя максимальную частоту памяти, это 600. На 600 работает стабильно. Можно, конечно, и 1000, но при получасовой игре случаются проблемы, и иногда игра может вылететь. Поэтому я поставил 600, и, в принципе, все окей, работает. Если вы во время игры заметили какие-то проблемы или артефакты, которых раньше точно не было, то смело убирайте на 100 ниже. Ничего страшного в этом не будет. Я ставлю 600, и давайте посмотрим, насколько FPS увеличилось у нас в тесте. Заходим опять в FurMark. Давайте сделаем везде на 0. Заходим в FurMark, убираем сглаживание и нажимаем GPU стресс-тест. После чего смотрим на FPS. FPS 97 сейчас. Больше он не поднимется.
Возможно, поднимется, когда видеокарта разогреется, но я думаю, что нет. Давайте остановимся на 97 и увеличим на максималку, которую я нашел для своей видеокарты. И видим, было 97, сейчас 103. И так работает в других играх. То есть раньше у нас увеличивалось на 2 кадра, сейчас уже увеличилось на 6 кадров. Но после конечного разгона советую вам подождать так 10 минут, убедиться, что все прекрасно работает, после чего зайти в игру, поиграть полчаса, может быть час, и убедиться, что все прекрасно работает. Если возникают какие-либо проблемы, опять идем в автобернинг и снижаем немножко параметры. Как сохранить настройки, чтобы они включались при включении Windows? Нажимаем Startup, если вдруг не получилось. Открываем настройки и запускать вместе с Windows. Нажимаем применить и нажимаем ОК. Только предупрежу вас, делайте эти настройки после того, как вы уже разогнали вашу видеокарту, потому что если возникнут какие-то проблемы, вам придется переходить в безопасный режим, потому что если у вас будет вылетать видеокарта, если вы вот здесь, например, поставите 1500, у вас будет вылетать видеокарта, и вам придется постоянно перезагружать компьютер, и в Windows вы так и не зайдете. Поэтому советую вот эти настройки, еще раз повторюсь, делать в самом конце. Нажимаем ОК. Также, что еще можно рассказать по этой программе? Здесь есть профиля, то есть если вдруг вы хотите добавить еще какой-то профиль, то добавляем его, например, в единицу. Нажимаем сохранить. В какой? Вот в единицу, да. Все, профиль вот такой разогнанный у нас сохранился. И еще один момент. Если вы вдруг случайно нажали вот сюда, не стоит переживать, если вы вдруг выкрутите здесь на соточку. Вентиляторы начнут жужжать. Не знаю, слышите вы или нет, но у меня сейчас очень громко. Здесь нажимаем просто авто, нажимаем ОК, и они сбросятся и будут охлаждаться в автоматическом режиме. То есть переживать по этому поводу не нужно. Вот такой разгон у меня получился. Я надеюсь, я вам понятно все объяснил. Если вдруг возникают какие-то вопросы, то пишите обязательно их в комментарии. Ну а если ты еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайся. Ведь мы постоянно выкладываем очень интересные ролики, которые помогут вам оптимизировать ваш компьютер, а также не ошибиться с выбором комплектующих для вашего компьютера. Спасибо за просмотр, удачи и пока!